Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Близнецы. Таро прогноз на декаду на 10 дней с 10 по 20 декабря. Каковы события в ближайшее время? Что о вас и для вас нам расскажут карты? Давайте узнаем, чего ждать от второй декады последнего месяца уходящего года. И я должна сказать, что для всех, каждого из нас будет не лишним где-то приготовиться к контрастной информации. И, к примеру, в районе 12 декабря мы можем что-то такое услышать, и нам может показаться, ну, все пропало, или наоборот, какой-то тупик, или какое-то дело отложено на неопределенный срок, словно ситуация зависла. Поверьте, уже где-то в районе 21-го точно так же мы можем получить известие, что какой-то итог как раз подведен, решение принято, что-то согласовано, то есть обратное. Те процессы, которые были запущены ранее, они продолжали развиваться. Но для нас это было скрыто. Мы чего-то явно не видели, не могли контролировать. И в этот период люди, мои дорогие, могут говорить «да», а думать «может быть». Или вам скажут «возможно». А тем не менее, в реальной жизни человек готов сказать «нет». Но я точно так же могу сказать, что к вашей персоне это относится тоже очень активно. Вы сами можете что-то передумать, переиграть. Собирались в одно место, а вы туда не едете, едете в другое. Или вообще никуда. Отменяете какой-то маршрут. Вы в последний момент можете что-то тоже переиграть. Поэтому если люди меняют мнение, и вы можете где-то также изменить, будьте готовы к этому. Но в центре внимания для вас это планетарно. И я завершаю сейчас, правда, еще не закончила. Надеюсь, что если не сегодня, то завтра я опубликую на своем сайте астрологический прогноз на декабрь, кармический декабрь, поэтому переходите чуть позже, я оставлю ссылку в описании под видео. Переходите или в сообществе я точно так же обычно выкладываю. Facebook я тоже выкладываю. Поэтому вот следите за моими публикациями, подсказок будет больше. Но тут ведь для вас будет очень важно, первое, вопросы финансов и работа в каком-то информационном поле. Будет очень важно, понимаете, вот время ясности для себя, как время X такое обозначить, внутреннее. И самому себе сказать правду. То есть не должно быть вот где-то между. Нет, тут иначе жизнь, она тогда нас заставит принять какое-то однозначное решение, мы как будто к этому не готовы. Время продумать, куда я иду и с кем. И это где-то правильная работа с информацией. Если вы слышите что-то, перепроверяйте. Это тоже будет для вас важно. Но и финансы – это как один из способов взаимодействия с миром. И для кого-то это может быть, как, знаете, прояснение, откуда приходят к вам деньги. Каков уровень вашего дохода будет в последующем. Кто-то будет искать информацию о дополнительных источниках дохода. Или, допустим, 5 минут в день, вот есть такая рекомендация, уделяйте именно чему-то новому. Рассматривайте какие-то новые варианты. Пусть это только у кого-то будет, к примеру, как новый вариант именно заработка, да? У кого-то 5 минут изучению языка нового, к примеру. Или как альтернативный какой-то момент для дома, для вашей семьи, может быть и так, когда мы тоже избавляемся буквально от ненужных вещей. Пространство, мы его создаем, а оно потом словно создает нас. Карта Верховной Жрицы. Не должно быть тайн для вас, понимаете? Именно для вас. Может быть, вы какую-то тайну храните, но где-то с учетом планетарных транзитов здесь определяться придется. Как будто черное и белое, да, наоборот, белое и черное. Какие-то контрасты информационные. И наша Верховная Жрица ищет именно через волшебный этот стеклянный шар. Она пытается увидеть на пару шагов вперед. Это карта мудрости, это карта молчания, независимости, мои дорогие. Значит, есть какие-то темы, которые мы не можем изменить. Или есть, как в пространстве, какая-то сложившаяся реальность. Мы на это тоже не воздействуем. Но что вы можете воздействовать? Вам нужно, опять же, продумать, куда вы идете, как вы будете поступать и с кем. Вот элемент надежности в какой-то зыбкости вы для себя должны абсолютно точно определить.
И, может быть, это то направление, которое вы для себя как приоритет поставите, но требуется этот вопрос еще изучить. Но и ваше окружение, надежные люди. Это для вас будет, знаете, как некоторый базис в вашем благополучии. Поэтому что-то проясняйте. Но о себе многому не рассказываю. Наверное, эта ясность важна в вашей душе. И первая колода – это у нас 78 дверей, открыты двери или закрыты. Куда-то, может быть, мы и сами не пойдем, правда? Потоковая информация, как 3 знака судьбы. Что там нам расскажут о вас карты или для вас, какую информацию. Может быть, это и придется принимать важные решения. Нам обозначат как вариант сферы жизни, чего это будет касаться. И на колоде Таро. Что желает войти в вашу жизнь, но вы пока не видите. Что для вас пока скрыто, но это уже где-то присутствует. И на пороге каких событий вы стоите с 10 по 20. И в тему как раз перевернувшейся карте, что же прояснится по вашим темам, вопросам. Давайте тоже с вами узнаем. И по основным сферам жизни, чего ждать? Любовь, личная жизнь, взаимоотношения в целом. Что ждет вас в финансах, мои дорогие близнецы? И что вас ждет в плане достижений? У кого-то работа, у кого-то учеба, важные встречи, контакты, контракты, документы в целом. Итак, первый знак судьбы. Ну, деньги, как я и говорила, причем эти двери вы должны открыть сами. И вопросы дома. Может быть, это все то, что связано как раз вот с этим элементом независимости. И девятка – это всегда число перемен. Я должна сказать, у кого-то или вы решаете именно в этот промежуток какие-то не просто денежные мелкие вопросы, а тут что-то, скорее всего, у вас решается более глобальное, более весомое. И вам определенно это надо сохранять, потому что вот-вот что-то будет меняться. Астрологически это где-то так же. И ретро-уран в знаке зодиака Телец, куда он вернулся, да, с 9 ноября, а там несколько месяцев с лета пробыл в вашем знаке. Кстати, вот тот период до 9 ноября, где-то лето, он ведь вам был дан отчасти как подсказка. Пролистайте назад, открутите киноленту своей судьбы, вспомните, чем вы занимались. Вполне вероятно, что уже с 26 апреля, когда Уран перейдет в ваш знак зодиака на 7 лет, в центре внимания будут именно где-то такие же темы, которые у вас были летом и до 9 ноября. Вот здесь стабилизация чего-то идет и получение денег. Может быть, кто-то буквально, ты получаешь деньги. Но подумай, кому ты, может быть, откроешь двери собственного дома, кого ты возьмешь в компаньоны в какое-то дело, с кем ты, в принципе, даже деловое общение будешь продолжать. Или для кого-то вопросы документов тут нужно сделать что-то очень правильно, грамотно, ну и правильно распорядиться деньгами. Второй знак судьбы. Вообще очень положительная карта на финансы всячески. Может быть, кто-то из вас ждал деньги. Они там где-то загуляли. Или сбой каких-то систем был. Вот здесь вы все это можете упорядочить. 8 кубков. Закрытых дверей мы говорим нет, да? Здесь вы сами открываете. А здесь как врата судьба открыла. Вы уже перешагнули этот порог. Уже в будущее. И, кстати, эта карта говорит, что завершается какой-то период, этап вашей жизни. Кто-то из вас стоит на пороге буквально важного решения. И, может быть, вам сделать это, ну, решиться. Или решить что-то достаточно сложно. А карта говорит тут явно, ну вот, наверное, тот процесс, который был запущен прежде, он должен подойти к логическому итогу. Может быть, как раз в районе 21-го. Я не утверждаю, безусловно, давайте будем реалистами. Ну, какую-то итоговую бумагу, документ кто-то получит. Или вы сами на что-то решитесь. Вот я такое тоже не исключаю. Но как будто нам идти вперед придется. Идти налегке, кстати. Это всегда что-то новое. Но если у кого-то из вас, это как знак судьбы, сложная проблема, которая, знаете, как клубок противоречий, и вы не знаете, как выйти, то если так, шаг за шагом вы что-то просчитываете, и где-то к альтернативным действиям, развороту событий вы готовы, то и выход как будто будет найден. Правда, тут вы что-то
как бумагу можете получить, или какое-то решение, или с чем-то вы тут определиться должны. Ну и внешнее пространство как будто тоже будет вам помогать. Ну вот как по судьбе мы говорим, да? Дорога к солнцу. Конечно, я должна сказать, вы везунчики в определенной мере. Но это, знаете, это везение, удача, она не должна быть переложена как игра с судьбой или игра в прятки с самим собой. Тут есть риск, что мы сами себя можем перехитрить, ведь это тоже карта эго. И, кстати, карта Солнца– это, знаете, карта ясности. Причем то, с чем вы определяетесь, все то, что я сказала до карт, вот проанализируйте, как это относится к вашей жизни реальной. Потому что мы выбираем направление. Тут не то, что с 10 по 20, а это та тема, те люди, тот вопрос. Или пусть это будет у кого-то, кстати, по 8 кубков, переезд конкретно, да, или возможность куда-то переезда, или вы ищете этот вариант. Может быть, вы как раз хотите сменить место жительства, или это необходимо по работе у кого-то, или по каким-то еще важным причинам. Здесь действуют такие связи, ну, как с невидимым, скажем так, да, вот эта реальность, как какая-то голограмма. Мы не можем это изменить, как карма, может быть, потому что 8 кубков здесь словно уже вышел человек, да, он какое-то время был как в каком-то замкнутом пространстве, но все, вот этот период жизни завершается. Но то, что будет или приходит взамен, вы будете продолжать месяцев 6-8, поэтому будьте реалистами. Но по части именно удачи, везения, конечно, эта карта будет тоже говорить. Но как-то вам это нужно переложить на новый формат. Что-то доброе, хорошее для себя. Или вам самим нужно определиться. По сути дела, это новый уровень жизни, новое качество жизни, новые возможности, рост вашей популярности, мои дорогие. До бесконечности можно перечислять карта Солнца. И, конечно, старший аркан, как я говорила, это на долгий период, 6-8 месяцев, но, видимо, наступает момент что-то привести к полному балансу, определиться и сделать первый шаг. Решить и решиться. Давайте мы узнаем, что желает войти в вашу жизнь, но вы пока не видите, что скрыто. Все то, что я говорила, 20-й старший аркан. Никогда как прежде. Не будет так, как мы проживали какой-то предыдущий период жизни. Жизнь сама меняется и, воздействуя на нас, заставляет и нас тоже измениться. Может быть, кто-то будет менять методы работы, кто-то будет рассматривать новые возможности, да, если мы говорим о работе, о деньгах. И это очень символично вообще всем астрологическим прогнозам, которые касаются вашего знака зодиака. Но как будто нам время дает правильно подготовиться и правильно расставить приоритеты. А еще я должна сказать, шаг за шагом это время избавления от боли, избавления от страданий. И нам говорят, не оглядывайся назад. Вот ты, близнецы, должен взять что-то самое важное, самое надежное. Твои самые, может быть, сокровенные мечты и планы. У самого себя спросить, а почему бы и нет, если прежде вы подходили к этому вопросу, ну, неважно какой сферы жизни это касается, достаточно нерешительно, где-то там колебались, да. Вот здесь мы не можем сохранить то по этой карте, что пытается от нас уже оттолкнуться. Поэтому быть честным с самим собой, наверное, дважды будет для вас важно. Но то, что перед нами откроется, оно намного интереснее, заманчивее и перспективнее, чем то, что было в прошлом. На пороге каких событий вы стоите? Ну, видимо, не все вам будет нравиться. 5 кубков, мелкая карта, и нам говорят, да, как будто сожаление по 3 разлитым кубкам. Вот у вас именно, понимаете, на уровне эмоционального восприятия вас держит где-то прошлое. А нам говорят, да ты оглянись. У тебя есть как раз то, что нужно сохранить. Это твой базис. Стол, посмотрите, накрытый яствами, да, блюдами какими-то. И причем тут такие символы изображены, когда тут действительно жить и радоваться суметь. Решить какие-то еще и финансовые вопросы, мои дорогие.
Но девушка настолько вот по этим 3 переживает, она не видит, как будто не видит счастья, не видит продолжения. Ну да, тут нужно оглянуться, тут нужно изменить несколько направлений, мои дорогие. Вот вас, наверное, и судьба пытается. Вот не отказывайтесь не гоните даже какую-то свою мысль. Если она снова и снова в вашем сознании появляется, приходит время вам что-то додумать, додумать до точки, самому себе или самой себе сказать какую-то правду, не повторять какой-то шаблон, чтобы вот эти 3 разлитых кубка не повторились заново. И я, как говорила, надежная, перепроверенная информация и надежные люди. Если мы просто сидим, есть риск, мои дорогие, на пороге каких событий вы стоите. Вы можете застрять и не увидеть вот эти 2 полных кубка и иное качество жизни. Потому что и по 8 кубков, я сказала, идти налегке придется. И для этого ведь нужно и решить, и решиться. Что же прояснится? Ну, все то, что я говорила, вопросы благополучия, денег, ближайшее окружение, доверенные лица, и не просто доверенные, а надежные. Обычно 1-2, может быть, ваша семья, и у кого-то тема именно по семье проясняется, или по вашему дому, месту проживания, пребывания. Пусть это будет перемещение, значит, проясняется вопрос, может быть, где вы будете находиться последующие полгода, 6-8 месяцев. Может быть и так. Всячески добрая карта, где-то она говорит, что и по деньгам тут что-то проясняется, и вообще многие вопросы в вашей жизни могут проясниться. Могут эти деньги, которые подзастряли, но вы заработали, мои дорогие. Вот это вам тоже приходит. Очень добрая карта. Оно того стоит. Поэтому то, что вам дорого, любимо, проанализируйте. Нужно все равно как-то в какой-то новый сценарий уже начинать переписывать. Или, по крайней мере, составить для себя план А, план Б, план С, да? И каждому иметь какой-то тезис, план. И быть готовым корректировать. Но, правда, честность с самим собой. Это основа основ. Начало начал. Что там вас ждет, мои дорогие? Или вам чего ждать в любви, в личной жизни? Ну, по 2 пентаклей держите баланс. Опять же, нам говорят, что да. И, кстати, 2 денежные карты. Деньги есть, деньги будут. Но ваша задача как будто обойтись 2 пентаклями. Может быть, даже есть необходимость. Вроде бы, да, рождественские праздники, новогодние праздники. Но карта ведь однозначно говорит. На дом, на личную жизнь, может быть. Хотя и денежная тема, она тоже присутствует. Значит, есть где-то риск потратить много денег, а потом сидеть смотреть на эти 3 кубка или купить что-нибудь, то, что не нужно. Ну, в нашей реальной жизни. А нам говорят, нет. Тут будет важно даже в деловых вопросах, да, или пусть это касается вашего дома, вашей семьи, пересмотра, допустим, каких-то контрактов брачных даже, да, и это в конечном итоге документ. Вот от того, как ты сумеешь договориться, будут зависеть твои вот такие базисные, надежные позиции, именно позиции, когда ты себя будешь чувствовать намного более уверенной. Ведь у нас по сути дела, жонглер, ну, мало что жонглер, вынужден вот этими 2 пентаклями жонглировать, да, от того, как ты умеешь договориться, у кого-то будет буквально получение денег, а может быть, это у кого-то купля-продажа, договариваться придется. Судя по тому, что у нас, кстати, выпало, может быть, я предполагаю, я не даю никому, боже упаси, советов, но, может быть, для того, чтобы у вас, как знаете, вот по купле-продаже осуществился какой-то план, вам придется подвинуться в цене. Будем настаивать на своем, останемся потом как будто в сожалении, что упустили вариант. Вот продумайте такой тонкий нюанс. Но тем не менее договориться от того, как ты договоришься, у тебя решится, может быть, и финансовая какая-то тема. Но наш жонглер еще и на качелях стоит. Двойной такой какой-то баланс, мои дорогие, в невесомости. Но, кстати, карта спонтанности. Вам будет буквально помогать какой-то, может быть, спонтанный маршрут. То, что вы не будете где-то анализировать до бесконечности или где-то выстраивать такую коллизию между, да, словно на 2 стульях. Хотя тут с одной стороны и придется, может быть, где-то, об этом говорит карта, но помогает другое, когда мы учим что-то новое. Или куда-то быстро, налегке отправляемся, чтобы увидеть своими глазами.
Или карта даже нам дает сразу совет: пробуй, пока не получится или не надоест. Тут уже взгляд в будущее. Но какая-то переоценка ценностей, как я уже говорила, для вас, видимо, совершенно не исключается. Что ждать в финансах? Праздник, мои дорогие. И, в принципе, у вас девятка пентаклей и десятка пентаклей. Ну, будет и праздник. Может быть, это вы и сумеете. Тут как будто раздели праздник с друзьями. Может быть, вы решите даже какую-то тему, которая касается вашего места пребывания или недвижимости. Может быть, это какие-то люди, в принципе, которые будут оказывать влияние, как ваше окружение, на дальнейшую составляющую ваших финансов. Надежные люди, надежные контакты, надежная работа, мои дорогие. Вот, может быть, и так. Праздник сейчас есть, но пока не время или что-то крупное приобретать, или где-то, вот, может быть, вот, если мы говорим, продали жилье, да, и вот нужно сразу что-то купить. Но я не вижу, что... И, в принципе, наверное, более целесообразно покупать после 4 февраля. Потому что, когда ретро-уран, да тем более в Тельце, начинать что-то новое, прицениваться как будто, да, варианты рассматривать, да, вот качаться на этих качелях и что-то просчитывать. Прекрасно. Держать как будто людей, может быть, это и вы. Вот вам реально придется сказать возможно кому-то, а самому потом просчитывать, так все-таки да или нет. Буду я этот вариант использовать или нет. То есть какой-то маневр у вас такой будет, но ненадолго. Определиться как-то нужно, потому что иначе другой за вас определится. А потом будет поздно. Вот мы об этом тоже говорили. Но праздник по финансам явно есть. Ваши достижения. Сепарация только иллюзия. Что вверху, то и внизу. Да? Это один из принципов Гермеса Трисмегиста. И где-то Трисмегист, мои дорогие, это Меркурий. Это ваша планета-управитель. Не случайно на карте мага изображение, пусть не на каждой карте, именно знак близнецов и Меркурий. Вот что-то переигрывать, переиначивать. Но для себя нужно же хорошо понимать, мне вообще что важно. Не сохранять все подряд. Тут ведь не количество, вот понимаете, важно. Вам какое-то количество в качество. И вот и карта говорит, что есть один человек, как минимум, может быть, это влюбленный. Кстати, в этой колоде нам конкретно говорят, что есть один человек, и, может быть, это и любовный союз, или какой-то творческий союз, да? Но каким-то образом старший аркан, выпадая на ваши достижения, говорит, что либо это надежный будет партнер, либо это надежный человек, который тебе тоже где-то поможет свои таланты раскрыть, мои дорогие. Но есть, вот как или должен быть для ваших достижений как минимум один спутник, причем жизни, скорее всего, тут у вас что-то важное выпадает. И семья, и дом, и 20-й аркан, да, как уже завершается какой-то новый жизненный этап. Да и карта Солнца нам тоже об этом говорила. Я не буду уже повторяться, но, видимо, все то, что я сказала, за время нашего прогноза. У вас доброе время. И вот, видимо, это качество, новое качество жизни. Каждый выбирает для себя именно сейчас. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые близнецы. А я благодарю за ваши искренние и добрые комментарии, за вашу поддержку. Оставайтесь со мной, мои дорогие, подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации, переходите на мой сайт, все ссылки в описании под видео. Я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.